Привет, мои дорогие! Это святочное гадание. Что он задумал, чтобы вас заполучить? Ответят карты Таро, здесь будет 3 позиции. Иногда так бывает, что где-то в процентном соотношении одна позиция на какой-то вопрос ответит ваш, другая позиция на другой. Поэтому я советую смотреть весь расклад, он будет не длинный. Я его задумала как короткий такой расклад, чтобы вы, может, когда чай пьете, кофе или отдыхаете, подумали о своей жизни, прояснили ситуацию. И я держу этот space, это пространство на моем канале открытым для вас, чтобы вы выговорились, посмотрели в будущее, то есть с пользой провели для себя время. Итак, 3 позиции. Что он надумал, чтобы вас заполучить? Может быть так, что вы 30 лет живете вместе, и вы не понимаете, почему этот человек не тот, который за себя выдавал, когда вы встречались. Да? Ну, он, может быть, хотел вам понравиться, обманывал, или какие-то другие у него были мотивы для обмана. Или же он не обманывал вообще, просто поменялся, и вы не понимаете, что происходит. Либо же вы только встречаетесь или живете недавно, и что он надумал, чтобы вас заполучить. Вот карта первой позиции уже вышла. И это король чаш. Это король чаш. Это шикарная карта. Это карта мужчины, который хочет, чтобы вы в него влюбились, который в вас влюблен, который готов для вас на любые подвиги. Это очень хорошая карта. То есть это вот первая позиция. Я еще возьму 2, а потом будем первую просматривать очень конкретно и детально. Как вы видите, идет снежок, это располагает. Кстати, для разговора, да, располагает. Ой, смотрите, вторая позиция. Тоже сальто сделала сегодня карты, просто гимнасты. Кстати, продолжу свое предложение. Расклад актуален именно в тот момент, когда вы смотрите, независимо от погоды или времени года, потому что когда ваш пальчик нажал «посмотрите», тогда вам это нужно было. Итак, здесь у нас паж меча. Вот по второй позиции он действительно что-то скрыл. Смотрите, книга, какая-то тайна, и при книге свеча. Вот это кармический мужчина может быть. Это может быть какой-то мужчина, где есть кармический узел в прошлых жизнях, и у него, или у вас. И вы встретились, потому что так нужно было по карме. Вот так нужно было, так вот сложилось, что вы притянулись друг к другу, потому что в предыдущих жизнях уже вы знали друг друга. И может быть, вот смотрите, видите, он молил природу, молил Творца, молил высшие силы, чтобы ему дали такую, как вы. Паж – это тот, кто ищет. Это еще не ответы на вопрос, это поиск ответов. Поэтому здесь паж – это тот, кто ищет. Мужчина по какой-то причине искал именно вас. Ему нравилась такая женщина, как вы. Может быть, острая на язык, может быть, умная, может быть, осознанно, очень логически мыслящая, с таким мужским складом ума, умеющая многое, талантливая, как вы. Сова, мудрая, умная, да? Конечно, мечи – это или знак воздуха, вы или он, знак воздуха, это близнецы, весы или водолеи. Или же здесь мудрость связана с чем-то, или у вас в Луне, Луна в каких-то знаках важных, да? Или в каком-то доме серьезном, или в доме, например, партнерство Луна у вас при карте рождения. Но я здесь вижу, что сова говорит о том, что вы очень мудрая женщина, и он именно искал вас по мудрости. Меня спрашивают, как поднять свою женственность. Но я иногда отвечаю в видео на комментарии, как люди пишут, да. Не нужно поднимать женственность, нужно быть собой, потому что тогда вы привлечете в жизнь свою мужчину, который вам лучше будет по судьбе, и вам с ним будет легко жить и хорошо. Потому что вы уже женщина, вам уже не нужно развивать в себе какие-то женские качества других женщин, у вас есть свои фишки. А вот это и привлекает мужчину. Мужчины на это не смотрят. Этот мужчина хотел друга. Паж – это поиск, он искал вас, он нашел вас. И в какую игру он с вами играл, или же почему он вас обманывал, что он задумал, чтобы вас заполучить. Вы знаете, по этой карте он довольно честно себя вел, и, может, он показал свой ум, а в процессе жизни оказалось, что он не такой умный, как себя показал. Но эта карта говорит, что он хотел, чтобы вы увидели, что он умный, потому что вы сразу поразили его своим умом, ему не хотелось отставать от вас. Ну, это вполне логично, да. Я сейчас открою 3-ю карту, раз так ведут меня сегодня карты. И тогда я буду уже детально рассматривать 3. Потому что первая сами сделали сальто. Если 3-я карта не сделает этот гимнастический
приемчик, так я ее просто открою для вас сразу. Иногда я просто рубашечкой кверху кладу, а здесь вот так меня высшие силы ведут. Кстати, вот стул, видите, я вас приглашаю присесть ко мне, здесь снежок. И это моя елочка, которую я сделала. Такая артистическая, да. Оцените искусство. Ну, я шучу, конечно. Просто для того, чтобы... Ну, уютно жить нужно. Это умение жить красиво, для этого не надо никаких денег, просто уютно жить с друзьями. Это для меня важно, супер важно. Смотрите, что такое. Это еще ничего не было, потому что никакая карта себя не показала. Ну, давайте эту третью позицию возьмем. Так, берем третью позицию. Вот она, и сразу переворачиваем, чтобы посмотреть. Это шестерка пентаклей. Да. Чтобы вас заполучить, что он придумал, этот человек? Ну, шестерка, это он хотел заполучить вас для жизни или для семьи. Шестерка семейный номер. Номер Венеры, семейный номер. Пел соловьем, здесь птичка, видите? Пел соловьем, старался, может, подарил букет. Может быть, пригласил в ресторан, это может ресторан, пригласил домой или к вам напросился. Но у него в тот момент, по этой карте, да, и не у всех проиграется, только у некоторых. В тот момент, когда он с вами познакомился, у него еще кто-то был, видите, вот здесь кости такие он выбрасывал. Получится, получится, заполучу, не заполучу. Это может быть у него была еще женщина какая-то, и когда он вас встретил, он решил с ней расстаться, потому что вы ему больше по душе, больше подходите. И еще эти кости могут означать, что когда он с вами познакомился, может быть, он в другой жребий играл, типа, ну вот, хочу ей понравиться, горцевал так перед вами, старался, да. Что он придумал, что вас заполучить? Что-то скрывал он. Он скрывал, потому что он в себе не был уверен. Когда человек что-то скрывает, ему кто-то внушает, что эти качества у него плохие. И когда мы встречаемся для отношений, конечно, нам главное, чтобы открыть то, что человек скрывает. Потому что можно влюбиться сразу, а потом влюбиться в того человека, который не наш по какой-то причине. Да? Если человек что-то скрывает, он, скорее всего, или же вы ему очень понравились, или же он считает, что он какой-то ущербный в чем-то. Каждый человек где-то плюс или минус считает, что он в чем-то ущербный. Но вот здесь он придумал, чтобы вас заполучить, вот это, что я говорю, что я сказала. Да? Ну, будем смотреть дальше. И вернемся давайте к первому раскладу. Немножко больше информации получим по этой карте. Что он задумал, чтобы вас заполучить? Ну вот рыцарь. Он хотел показаться рыцарем. Он хотел показаться кавалером, элегантным, щедрым на подарки. Он, может, подарил подарок. Не всегда, когда мужчина подарок дарит, это у него, как сказать, ну не то, что не от чистого сердца, нет. Иногда мужчина дарит подарок для себя, чтобы себя показать с лучшей стороны. Да? Ну, в общем, практически всегда есть такая подоплека у каждого подарка. Практически у каждого. Даже если мамочка что-то детям дарит, там чуть-чуть что такое есть, хочу, чтобы вы меня полюбили, вот такое, хочу, чтобы ты меня полюбил. Да? Когда человек дарит подарки, он, конечно, делает не только для того, кому подарок дарит, но тоже для себя. Вот. Но здесь, что он задумал, чтобы вас заполучить, здесь четко и понятно. Связано с подарком каким-то или связано с тем, что он хотел храбрым показаться, вас защитить там перед хулиганами. Да? Ну, вот он себе такую намечтал, мужскую роль. Карта «Отшельник». The Holy King здесь именно в этих языческих, это классная очень карта, кстати, духовность доисторическая в них. Это старший аркан. Ну да, он хотел показаться, что он мудрый. Что он придумал, чтобы вас заполучить? Мудрый, кавалер, элегантный. Вот, может, он старше возраста или хотел вам показать, что он может дом свой построить, квартиру в ипотеку, что он может быть очень мудрым, чтобы он может быть элегантным, что в него стоит вкладываться. Такое задумал что-то, да. Но это очень хорошо, значит, вы ему точно понравились. Карты точно сегодня гимнасты. Еще две карты. Колесо фортуны и десятка чаш. Но знаете, вот это как по нотам. У меня, кстати, есть рубрика «Расклады как по нотам». Вы, наверное, знаете, если со мной давно уже дружите. Ой, ну он просто считал, что если вы на него обратите внимание или станете его женщиной, это будет большое счастье для него, потому что колесо фортуны как раз об этом. Хотел заполучить это точно, хотел, чтобы вы были его женщина, хотел, чтобы вам понравиться, хотел показать, что он может заработать, что он может ухаживать,
что он может защитить, что он может. То есть способный человек, способный мужчина. Вот это он хотел вам представить. Но от десятку чаш здесь недостаточно вообще никаких дифирамбов. Потому что десятка чаш – это карта полноценной счастливой судьбы. Это женское счастье, это мужское счастье, это вообще общечеловеческое счастье, это счастье в семье, в личной жизни. Потому что в личной жизни самая первая важная составляющая счастливой личной жизни – это когда в доме нет скандалов, когда в доме нет негатива, когда есть взаимопонимание, есть взаимовыручка, взаимоподдержка, вот это взаимо, да, когда не я, а мы. Вот это как раз вы, мы, видите, вы сидите под своим деревом жизни, то есть вы сейчас закладываете счастливое будущее ваших отношений, где будут дети, внуки, где жизнь как песня, жизнь удалась, жизнь как песня. Вот эти чаши – это все ваши прошлые годы. Он уже задумал, есть у вас общие прошлые годы или нет у вас общих прошлых лет, не в этом дело. Он задумал, вот не мои года, мое богатство, а наши общие года – это наше богатство. Так хочу с тобой состариться в любви. Вот это, да, вы, может, молодые. Старость – это состояние души, да, молодость тоже состояние души, неважно, сколько вам лет. Но это когда есть общие корни. Вы знаете, это не только общие корни, дети и внуки, общее дерево, к которому вы прижались и обнимаете друг друга. Это когда вы на одной волне. Вот всю жизнь прожить с любимым человеком на одной волне. Вот это и есть то самое счастье. Здесь такая, видите, вода это эмоции, такая зеркальная, не бурливая, то есть вы взаимопонимаете, у вас чувства и эмоции спокойные, нет этих выяснений отношений пустых, никому не нужных. Он действительно, когда вас встретил, он вот такое загадал у Вселенной, он вот такое надумал, придумал. И фантазии, конечно, всегда сбываются, потому что когда мы фантазируем, мы проливаем свет на возможность в нашем будущем. И уже Вселенная дает нам помощь к этому прийти. Да? Потому что фантазия – это то уже, что есть. Мы просто проливаем свет именно на вот этого хотим, и постепенно к этому приходим. Так что не думайте, что фантазия – это что-то нереальное. И вот именно такое он нафантазировал, и он считает, что именно с вами он может этого достичь, именно с вами, потому что колесо фортуны – это он уверен, что именно такой человек, как вы по судьбе. Но это колесо судьбы. И если была какая-то карма, то она пройдена. Отшельник – это, конечно, что с вами хочет уединиться. Вот это, расклад как песня, да, вот это первый расклад. Продолжаем дальше смотреть, потому что если этот расклад с вами очень сильно отозвался, то следующие расклады могут, например, показать, как этого достичь, или же, видите, опять карта перевернулась. Девятка чаш ко второму раскладу. Продолжаем получать подарки судьбы с мужчиной. Продолжаем себе аттрактировать человека лучшего, если у нас еще нет. Или же, чтобы человек поменял свое сознание и стал для нас лучше, стал самый-самый. Ну, девятка чаш – это исполнение мечты. Вот этот шар, да, это именно то, что мы мечтаем, желаем. И опять же, когда мы мечтаем, желаем, мы направляем свет из наших глаз, мы направляем свет нашего желания, свет сознания, и подсознание тоже активируется и приводит нас к этому успеху. Мужчина загадал желание. Что он придумал, чтобы вас заполучить? Во время встречи с вами, я говорю, здесь второй расклад немножко показывает на какой-то кармический узел. Да? Мужчина во время встречи с вами загадал желание, чтобы вы стали его. Вот это 100%. Он попросил у Вселенной, он загадал желание, чтобы вы стали его. Вот он сразу захотел быть с вами. Он сразу захотел узнать вас поближе во всех отношениях. И это было его самое искреннее, самое честное желание. Может, он себя как-то повел или странно, или неадекватно от того, что сильно хотел вам понравиться, мои дорогие. Сильно хотел показать умным себя, потому что увидел, что вы умные. Книга судьбы, сразу это понял, сразу до него дошло. Вы знаете, мы делаем вот этот выбор обычно сразу, да.
И здесь так, это второй вариант, мои дорогие. Продолжаем смотреть, потому что здесь может что-то открыться, что дополнит первый вариант или даст вам какие-то подсказки. Итак, что же еще мужчина задумал при встрече, чтобы вас заполучить? Я смотрю только прямые в этих рамках. 8 жезлов. Одна из самых любимых карт. Смотрите, здесь как снег, что ли, идет. Это интересно, что именно сейчас, а это как у меня вот здесь снежок падает, интересно, да? И это исполнение желаний. Это вот, как знаете, такой звездный дождь. Карта летняя, может, он загадал себе к лету, я точно буду ее мужем. Вот, может, он себе такое загадал, да. Но какое-то желание он загадал, и какое желание загадал, показывает эта третья карта, да, потому что по 9 чаш он загадал желание. Это карта желаний, wish card называется. И я уже объяснила, что мужчина может быть кармический, может быть, сразу вы не поняли, что он ваш человек, потому что он... Знаете, с кармическим мужчиной так бывает. Если вы не поняли, что он ваш человек, дальше вы как-то научитесь друг с другом взаимодействовать, но это будет нелегкий путь. Или же, если вы сразу не узнали друг друга, или вы не узнали его, а он вас узнал, скорее всего, здесь вот так и было, он вас узнал, а вы его нет, то к лету он вас уломает, можно сказать, да, вот, чтобы вы уже поверили, что он ваш человек. Потому что все-таки 8 – это очень хороший номер, это номер исполнения желаний, это номер, когда, бесконечная любовь, бесконечная признательность, бесконечная глубина чувств, да. И он себе загадал это, какой-то ритуал даже сделал. Но бывают же белые ритуалы, когда человек просто говорит: ой, так хочу, прошу высшие силы, чтобы вот к лету она стала моей женой, например, да. Это такая карта, 8 жезлов, это очень хорошая карта. Это когда Вселенная тоже заодно с вами. Знаете, у Райдер-Вейт все карты современные сделаны по примеру Райдер-Вейт. Там все жезлы идут вот по земному притяжению, исполняют ваши желания, идут как бы вниз тогда. То есть высшие силы помогают. Высшие силы ему помогают мужчине. Что он задумал, чтобы вас заполучить? Ничего плохого, это 100%. Вот здесь ни одной плохой карты не вышло. Но я здесь взяла 4 в первом случае, так что я во втором буду брать 4. Давайте 4-ю возьмем. Карта может совет даст вам, да, как с этим мужчиной взаимодействовать, совет получите. Вот эта карта даст совет. 7 жезлов, карта жезловая опять, но это хороший знак, потому что жезлы – это энергия дается на ваши отношения. И знаете, 7 и 8, да, 7 говорит: окей, может быть, ты думаешь, что мужчина этот не уверена в нем. Может быть, сейчас ты смотришь расклад и думаешь: я не уверена в этом человеке. Вот есть за и против. Вы выбираете эти жезлы, они у вас все на стене висят, и вы думаете за и против. Вот с одной стороны вроде мой человек, а с другой стороны нет. С одной стороны вроде я вижу в нем плюсы, с которыми я могла бы жить, могла бы соглашаться. Неважно, сколько вы лет. Вот я, например, уже 40 лет, боже мой, 40 лет почти, да, со своим мужем. Это очень много лет. Но все равно я вот, когда для вас делаю расклад же для всех. Я вот тоже думаю вот для себя, да. Вот через 40 лет даже кое-что я в нем принимаю, а кое-что не могу принять. И чтобы не отвергать и не ссориться, я вот как бы позволяю ему иметь эти черты характера, с которыми я не соглашаюсь, которые меня раздражают. Если, может быть, вы тоже столько лет прожили, меньше или больше, вы знаете, да даже только познакомились. И вы правильно делаете, если за и против, человек уже может быть старше 20, потому что пока нам 16, 18, 20 лет, мы не смотрим на такие вещи, мы просто влюбляемся и все. А если мы уже взрослый человек, мы правильно делаем, мы взвешиваем за и против. Это то, что делали раньше родители, когда искали пару детям, но сейчас уже это не делается, да. Да и не всегда родители знают, что нам надо. Может быть и хорошо, что не делается так, но идею можно взять себе.
когда нам там matchmaking делают, это с одной стороны плохо, а с другой стороны, ну да, ну идею-то можно взять себе, конечно, и представить себе, что у нас внутри такие родители есть, и они решают за и против. Когда 7 жезлов, вы с ним встретились, вы решали за и против, и он это знал, потому что он знал, что в нем есть плюсы и минусы. Может быть, минус, он не нравится ему его вес или рост, или размер мышц, или еще какая-то нос, длина носа, густые волосы или нет. Но что-то в нем не нравится ему, и он думал, окей, это мой минус, но я ей покажу свой плюс. И, может быть, свои плюсы он сильно выпячивал наперед, и вы тогда начали немножко настороже быть. И что он так хвастается? Иногда человек хвастается плюсами, когда он точно знает свои минусы, и это, конечно, большой грех, потому что не нужно видеть себя как в минусах, не нужно. То, что кажется минусом, на самом деле минусом не является. Это интересная особенность человека. Но он также не знал. И он, конечно же, боялся, что вы не примете его, и, может, выпячивал свои достоинства. Я, там хвостун мужчина. И да, этот мужчина может хвастаться, потому что 9 чаш бывает хвастливая карта, да. Может быть, вот эта вот карта «заполучу ее к лету», но это я метафору провела, там «заполучу ее к тому-то и тому-то времени». Вот он, да, бахвальный немножко такой, может был, потому что в чем-то был не уверен. Или наоборот, так может здесь быть. Мужчина просто мачо. Внешняя картинка, да, киноартист, киноактер. И он до такой степени не уверен в своих, может быть, ментальных, психических способностях, в своей профессии не уверен, а вот в своем уме, потому что здесь он точно знает, что вы умнее его, что он начинает выпячивать свои мышцы, зная, что он умом вас не догонит никак. И вот это поэтому вы выбираете. Такие качества у него противоречивые, может быть. Иногда человек нам кажется противоречивым из-за того, что кармический человек. Но это, конечно, вот это, да, такое бывает. И здесь вы выбираете, но я хочу сказать, что человеку вы точно нравитесь, если вы давно с ним любит вас и хочет быть с вами по карте 9 чаш, это однозначно. Вот здесь такой очень подробный детальный анализ 2 позиции. Давайте посмотрим, дорогие мои, 3 позицию. И в 3 позиции у нас 6 пентаклей, здесь в деньгах речь. Здесь, может быть, мужчина или скрывал свой доход, или скрывал, может быть, что у него есть какие-то долги, может быть, да, хотел, конечно, для вас дом купить. Он считает, что мужчина должен для женщины обеспечить тыл, дать ей материальное благо. Вот так он считает. Прав он или не прав, вам решать, но этот мужчина связано что-то было с деньгами. Может быть, он хочет потратиться и на мать, или на своих детей из первого брака. Может быть, у него есть 2 источника дохода, или же наоборот, 2 обязательства. Понимаете? Вот здесь что-то связано с деньгами, и он что-то или скрывал, потому что он здесь держит эти кости сзади себя, видите? Что-то или скрывал касательно денег, или хотел, чтобы вы оценили его доход. Может, для него это самолюбие, может, для него он чистолюбивый сильно, касается много насчет денег, да? Давайте так сделаем. Вот эту карту возьмем. Итак, 6 жезлов, я смотрю только прямые, напоминаю, в этих рамках, и у нас 6 опять, 2 шестерки. Число Венеры, число семьи, ничего плохого, но он очень хотел быть победителем. Вот этот мужчина был уверен, что у него есть еще конкуренты. Вы скажете, да нет никаких конкурентов в округе или поблизости нет, кому я нравлюсь. Но вы не правы, вы еще нравитесь другим людям. Или это могут быть потенциальные люди. Эзотерика говорит очень часто о потенциальности, о том, что есть возможности, о которых мы не aware, мы не знаем, что они есть. Да? Поэтому в эзотерике не важно, чтобы Вселенная нам что-то давала, потому что Вселенная все время что-то дает. Нам важно увидеть возможности. Да? Вот как в религии бывает, просим, все молимся на коленях, чтобы был дождь. А на самом, чтобы урожай был хороший. На самом деле здесь нужно, скорее всего, быть такими фермерами, да, чтобы просить у Вселенной, там, чтобы дали возможность приготовиться к засухе. Помните, как у этого Иосифа? И если не будет дождя, мы все равно выживем. То есть здесь вот проактивному быть. И вы, наверное, я пример привела только, мои дорогие, я не отвлекаюсь. Здесь может быть, вот он думает, может быть, он чистолюбивый. Здесь мужчина чистолюбивый очень проходит.
Он думает или знает, или догадывается, может, вы ему давали знать, потому что вы очень красивые, вы очень стараетесь. Когда женщина слишком старается на свидание, слишком прихорашивается, ну, прихорашиваться, наверное, нужно, но не слишком, потому что мужчина может испугаться, он подумает, что вот такая женщина, ну, я или не потяну финансово, или такая женщина еще многим будет нравиться, я постоянно буду ревновать. И если мужчина чистолюбивый, он знает, что у него есть такой грешок, он знает, что есть черта характера, как ревность, он знает, что ему будет тяжело с вами жить. Не потому, что вы неверные, вы нечестные. Нет, вы честные и верные, достойные, благородные. Нет, не в этом дело. Просто он будет видеть эти фантомы, вот эти 5 фантомов еще, других людей, может, мужчин более успешных финансово, которые на вас, по его мнению, виды могут иметь. То есть у него есть такой пунктик, такой немножко паранойя такая, да. Он может думать, я очень ревнивый, я, наверное, не потяну такую красавицу. Вот это может быть. Или же действительно есть еще другие у него конкуренты. Здесь может быть треугольник. И он знает, что вы или замужем, или в других отношениях. И он боится, что он не сможет выиграть эту битву. И поэтому он придумал, может быть, победителем выйти, да? Что-то он такое придумал. Но он все время думает в этом случае, что а вдруг я не смогу, я не потяну такую красавицу или так вот где-то. Здесь идет речь о красоте больше, чем о деньгах. Потому что он думает, может быть, мне денег не хватит на то, чтобы это все поддерживать, да? Этот образ в жизни, если, например, вы привыкли к образу жизни, у вас родители обеспеченные, или же у вас не обеспеченные родители, но у вас есть тоже амбиции, вы тоже здесь вот можете проходить вы, как эта фигура, вы амбициозный человек. Это не в этом дело, амбиции это неплохо, да. 5 меча. Этот мужчина, конечно, сам с собой в разладе, и он надумал, чтобы вас заполучить, может быть, оклеветать врагов, оклеветать ваших, его конкурентов. Такое может быть. Но, знаете, вот здесь клеветать конкурентов, сказать, ну вот это тебе точно не нужен, ну, потому что он хочет выиграть эту битву. Он в какой-то битве, он какой-то в конкуренции. Видите, здесь пальвин. Пальвин – это знак хотинес или горделивость, честолюбие. Я сказала честолюбие, здесь вышло вот пальвин. Есть такие карты Сибила, и там есть карта пальвин. И она означает честолюбие. И здесь еще павлинный такой, видите, перо в голове у этого человека. То есть, может, у вас 2 претендента на руку и сердце. Один вот такой неказистый, маленького роста, поэтому у него павлинье перо. Он хочет показаться лучше, чем он есть, потому что он думает, что рост – это его недостаток. Ну, это же абсурд, но некоторые люди так думают. Или это метафора, может, у него недостаточно денег, он такой маленький себя чувствует, поэтому хочет показаться щедрым или более богатым, чем он есть. Или, может, у вас еще один есть претендент на ваше внимание, руки у сердца и так далее. А вот этот человек, он, знаете, в себе уверен где-то, потому что он высокий, он не особенно старается там приодеться. Ну, смотрите, где-то он уверен, а где-то нет. Он держит нож за лезвие. Он себя тоже в жертву хочет принести, да? Почему он держит нож за лезвие? Скажите, пожалуйста. Один нож и второй. В жертву себя приносит. Что такое, да? И здесь связано все, наверное, с чувственностью, вот спальня, потому что цветы – это энергетика. Но 5 меча. Где-то этот мужчина, может, пострадал в прошлых отношениях из-за другого мужчины, и женщина его ушла к другому. Это может быть, он не хочет, чтобы это повторилось. Ух ты, какой мощный расклад. Извините, я хотела сделать экспресс, но карта здесь так открывается, вот это вышло. Что просто экспресс не вышел, да, вышел глубокий очень. Еще одна шестерка, мои дорогие, 6. Шестерка чаш. Птицей поет соловьем, видите, соловей у него в клетке, просто соловьем распевает вам дифирамбы, очень хочет угодить, очень хочет сделать комплимент. Иногда мужчина щедрый на комплимент, это неплохо, это значит, мама правильно воспитала мальчика. Любила его, и
не внушила ему отвращение к женскому полу, да, что она единственная женщина или первая женщина в его жизни. Нет, этот мужчина не такой. Он щедрый на комплимент. Иногда мы думаем, ой, раз он щедрый на комплимент, это пустые слова. Да, бывают пустые слова, бывают и нет. Здесь у некоторых проиграется, конечно, что это может и пустые слова, но у большего числа просмотров, подписчиков проиграется, что не пустые слова, потому что 3 хорошие карты, только 1 сложная. У 2/3 слушателей проиграется, что это не пустые слова, и он поставил на вас высокие ставки. Видите, здесь такая шахматная доска. Вроде чаепитие было, вроде ни о чем, вроде разговоры такие ни о чем, но он и вы присматривались друг к другу. И когда была встреча, когда было свидание, вроде разговоры были ни о чем, но он и вы присматривались друг к другу и делали выводы, решения принимали, идти ли вместе по одной дороге. Знаете, эта карта напоминает карту Симбалон, колоду Симбалон. Симбалон — это значит идти в одном направлении, когда вы созвучны. И вы смотрите, видите, глаза в глаза. Очень красивые карты, кстати, вот именно эти очень красивые. Смотрите в глаза, взаимопонимание четко. Это когда вы и он выбирали не только вот влюбиться, а потом уже увидеть, что не так. А вы выбирали друг другу не только по душе, по сердцу, но тоже по уму. А что такое выбирать по уму, когда вы по уму подходите? Вы можете разговаривать с друг другом. Это тогда, когда люди подходят друг другу по уму. Бывает 2 составляющие, почему люди не умеют разговаривать с друг другом. Потому что обоим надо просто учиться разговаривать друг с другом. Нет еще этой составляющей. Вы могли бы договориться, если бы учились разговаривать с друг другом. У вас есть вот в будущем, в этом поле вероятности, возможность договориться, если бы вы оба учились говорить с друг другом. А бывает так, что невозможно договориться. Вот очень разные люди по энергетике. Здесь вот он с кем-то другой человек по энергетике, или это его бывшая, или это другой человек, начальник, может, у него дела не идут, и он чистолюбивый, потому что он неуживчивый в коллективе. Ну, это такие разные бывают вещи. А здесь он с вами очень хочет договориться, а вы с ним хотите тоже договориться. И, конечно, по 6 чаш это взаимопонимание будет достигнуто, потому что 6 чаш – это очень хорошая карта. По 4 карты, да, в каждом раскладе, поэтому вот здесь так, да. 3-й вариант тоже очень много раскрыл. Знаете, на что он был готов, на что он надоумила его судьба, или сам себя надоумил, чтобы вас заполучить. Он хотел вам понравиться как собеседник. Он хотел вам понравиться, чтобы вы поверили в него, чтобы вы доверились ему. 6 чаш – это карта доверия. Он хотел, чтобы вы поверили, что с ним будет хорошо идти по жизненной дороге, и что это решение стратегически было и им принято, и вами. Он дал вам время стратегически тоже увидеть его со всех сторон и понять, ваш человек или не ваш. Потому что мы на самом деле думаем, что нам Вселенная может один вариант дать. Это неправда. Вселенная даст нам, может, безграничное количество вариантов. И здесь я вижу, что мужчина действительно, это ваш вариант, один из вариантов, и он дал вам время выбрать. Это достойный человек, я здесь вижу достойный человек. Он, да, знаете, жертвенная любовь, потому что в жертву себя приносит, обе руки за лезвие ножа берут. Он скромный, жертвенный, а вот этот другой человек, может, у вас 2 есть, и вы выбираете, кто есть кто. Но вот этот вот, знаете, он хочет ударить этот, да, свой интерес превыше, а вот этот готов на жертву ради любимого. 2 человека, разный подход, может, у вас здесь 2 человека. У некоторых проиграется, да, я уже говорю поэтому. Или у вас 2 человека, или у него был двойной вариант, он вас выбрал со временем. В общем, очень интересный расклад, очень. 3 шестерки это показывает на знак Венеры, потому что 3 и 6 это одного поля ягоды. И когда выходит 3 шестерки, Венера усиливается в 3 раза. Ну, Венера, конечно, планета любви. Так что я вижу, дорогие мои, что вы будете в любви жить с этим мужчиной. В любви и согласии. Это очень хороший расклад. Я очень счастлива так увидеть его. И вот видите, как вы пришли в гости, и мы с вами очень приятно провели время. Я надеюсь, что с пользой для себя вы провели время в компании вашего лучшего друга,
Я искренний друг, и, может, у вас есть еще и другие друзья, но я ваш искренний друг. Я надеюсь, что и вы будете со мной дружить, и что и вам со мной не скучно. Показываю вам мою импровизационную елочку. Очень-очень красивую. Так вот у нас на улице. Вот такая погода. Вы знаете, я в этом году поняла, что для меня самая лучшая зимняя погода. Когда тихо падает снежок, и он не держится на земле. То есть вот можно идти легко на прогулку, и нет этого холодного дождя. У нас в Ванкувере очень часто холодный дождь, и это очень и очень плохая погода. Потому что когда вроде снег, вроде холоднее должна быть погода, когда снег, но легкий, поэтому не больно, да. Вот здесь моя студия, наверное, вы знаете, я своего лица не скрываю, вы очень часто видите меня. У меня работает увлажнитель воздуха, потому что отопление такое, да, называется Forced Air. Это моя кухня, кто не знает. Дочь подарила нам на Новый год хлебопечку. Вот у меня есть слово-варка, видите, я кашу в ней варю себе на утро. Здесь я кофе себе делаю. Я кофе еще не допила свой утренний, сейчас допью. Вот муж делает камбучу, или же это чайный гриб, но это не пиво, это чайный гриб. И вот он хлеб делает. Французский хлеб у него получается очень вкусный. Но что-то он у него плохо поднялся этот раз, не знаю чего. Это хлебопечка. Вот, так что, друзья мои дорогие, вот такая погода. Смотрите, какая погода. А какая у вас погода, пишите. Будет у меня сегодня на обед авокадо. Авокадо будет. Салат, может быть. Пишите, какая у вас погода, как вы живете, мне очень это интересно, для меня очень важно, потому что вы мои друзьяшки. Я посылаю вам медвежьи обнимашки из медвежьей страны, где я для вас делаю видео, где я всегда рада друзьям. Я всегда рада друзьям. Приходите, пожалуйста, садитесь, присаживайтесь. Очень удобные у меня диваны. На этот диван может 3 человека сесть. Он выглядит как кресло, на самом деле это диван. Очень удобные диваны. Так что всегда, у меня всегда удобно, потому что я вас уважаю, да? Ведь дело не в том, когда человек уважает. Такая погода, мои дорогие. Зимняя погода, да? Редко, конечно, в Ванкувере бывает такая погода. Я бы хотела, чтобы чаще был легкий снег, чем дождь. Вот. А у нас постоянно зимой очень холодный дождь. Вот. Вот такой у нас этот увлажнитель воздуха, как я уже сказала, по той причине, что отопление, которое нагревает воздух, оно очень сухое, очень-очень сухое. Я вам делала уже много раз обзор моего дома. Там сверху у меня еще одна студия, сверху спальни. Вы знаете, у меня много каналов, у меня 7 русскоговорящих каналов и 1 английскоговорящий канал. Английскоговорящий канал у меня имеет русские субтитры. И там у меня больше говорилки про жизнь. Здесь мои очень приятные соседи живут. Так что, дорогие мои, будем видеться. Всем желаю счастья, всем желаю радости, любви, денег, всего самого лучшего. Будьте здоровы и счастливы. И пусть у вас все будет просто замечательно. Медвежьи обнимашки из медвежьей страны. Кто не знает, я Лена, Ванкувер, Канада. Будем видеться, мои дорогие. Пишите комментарии, не скупитесь, пожалуйста, на лайк.
потому что это стоит ровно 0 рублей 0 копеек, но это выражение эмоции. Или дизлайк, конечно, тоже выражение эмоции. Так что пишите комментарии. Приходите. Всегда я вам рада. Всегда я вам рада. Пока-пока, мои дорогие. До новых встреч.